Ну что, настала пора подвести итоги новогодних застолий? Я, честно говоря, боюсь. В прошлом году я поставила себе цель на новогодние праздники. Не похудеть, конечно, нет, реалистичную цель, хотя бы не набрать. Хотя мне надо сбросить еще 5 килограммов вдобавок к тем 8, которые покинули меня в прошлом году. Ела я много. Двигалась мало. Я, конечно, готовила, много убирала, но это не совсем то движение. Спина болит, а калорий ушло недостаточно. Ну что, момент истины. Ну, не катастрофа, конечно, но 700 граммов я за 2 недели набрала. Надо исправлять. А как у вас дела? Вы тоже боитесь? Привет, меня зовут Ирина, мне 60 лет и я худею. За полгода уже похудела на 8 килограммов, без титанических усилий и без мучений для себя и своей семьи. Более подробно обо мне, с чего я начинала и в какие 4 ловушки я попадала, можно посмотреть вот здесь. И сегодня мы поговорим о 5 простых действиях, которые помогут нам привести себя в форму после праздников, без насилия над собой и своей семьей. Спойлер. Нет, мы не будем садиться на диету, готовить себя отдельно, голодать и рычать на окружающих. Это не наш путь. Ну что, начнем? У меня есть идея. Перед нами 2 тарелки нашего любимого новогоднего салата оливье. Как думаете, в какой тарелке больше? Ну что, попробуем взвесить? Для начала взвешиваем маленькую тарелку. И весит она 433 грамма. Теперь маленькая тарелка с салатом. 644. 211 граммов салата на маленькой тарелке. Теперь взвешиваем большую тарелку. 715. И большую тарелку с салатом. 925. То есть тоже 211 граммов. На этих 2 тарелках одинаковое количество салата. Это что ж получается, что когда я ем из больших тарелок, я съедаю больше? Ну да. Этому даже есть красивое название – иллюзия дель Бёфа. Попросту оптическая иллюзия. Один и тот же предмет визуально имеет разный объем в зависимости от величины фона. И мы всегда накладываем на большую тарелку больше еды, даже если знаем про иллюзию. И чем больше тарелка, тем сильнее наш внутренний калькулятор дает сбой, занижая реальность почти в половину. Ну все, с сегодняшнего дня перехожу на маленькие тарелки. Но имейте в виду, что мозг обязательно попытается нас обмануть. Мы съедим, что положили на маленькую тарелку, а потом доберем хлебом и колбасой. Тем более, что за праздники мы привыкли есть много, и наш желудок слегка растянулся. И ему нужно время, чтобы вернуться обратно. А поскольку память у нас очень избирательна, мы будем удивляться, есть вроде стали меньше, а все равно поправляемся. Это калорийная слепота, она у нас у всех есть. Мозг попросту стирает из памяти то, что мы съели на бегу, не из тарелки под сериальчик. Предлагаю провести эксперимент, ввести правило одной тарелки. 1 неделю есть только то, что уместилось за один подход на маленькой тарелке, и больше ничего. Вот так. Давайте проверим, что будет. Присоединяйтесь к эксперименту и напишите в комментариях свои ощущения. А у меня есть вторая идея. Я сегодня просто фонтанирую идеями. Уж очень мне не нравится мой откат веса. Да-да, это самые обыкновенные часы, без подвоха. Проведем следственный эксперимент. Засечем время, которое нам нужно, чтобы поесть. 10 минут.
И я не наелась. Пойду сделаю бутербродик. Пожалуй, 2. Объелась, ну ничего, у меня домашние штаны на резинке. Привычка проглатывать еду почти не жуя идет из детства, когда на нас раздражались. Ешь быстрее, сколько можно гипнотизировать тарелку? И подкрепляется эта установка постоянной нехваткой времени, жизнью, в которой еда всегда не приоритет. Я так даже бравировала тем, что у меня есть 10 минут на обед между совещаниями. Ну круто же, я такой незаменимый работник, мне поесть некогда. А что говорит наука? Всеми процессами в организме управляет головной мозг. Он получает сигнал о том, что мы голодны от одного медиатора и о том, что мы наелись от другого. Ну, это понятно, но мозг – это очень древняя структура. При всей его сложности это не суперсовременный процессор. Для получения сигнала ему нужно время. Если мы буквально проглатываем тарелку за один присест, мозг не успевает понять, что мы уже наелись, и продолжает обрабатывать сигнал, что мы голодны. Чем медленнее мы едим, тем меньше еды нам нужно, чтобы наесться. Так что едим медленно. И только то, что на тарелке, на маленькой тарелке. Это очень простой, но крайне эффективный способ похудеть. В идеале положили порцию еды в рот, тщательно прожевали, положили вилку на стол, сделали вдох-выдох, положили следующую порцию в рот. Процесс должен занять не меньше, чем 20 минут. Есть еще популярная рекомендация вставать из-за стола слегка голодным. Ну, не знаю, может, кому-то и помогает. Напишите, вы пробовали? Я для себя отношу это к вредным советам. Потому что обнаружила, что, во-первых, я не могу определить эти слегка, а 3 – это куча. Что значит слегка? Слегка – это когда конкретно? Во-вторых, если я встала из-за стола голодной, скорее всего, я просто нахватаюсь до сытости хлебом и колбасой. Мозг не любит насилия, но мой так точно не любит и отчаянно сопротивляется. Я стремлюсь к тому, чтобы насыщение приходило, пока я ем, и не тогда, когда я внезапно почувствовала, что уже не могу вдохнуть и пора расстегивать пуговицу джинсов, а когда я наелась, но еще не переела. Ешьте медленно. Это самый недооцененный, но лучший совет. Ловите этот момент приятной сытости. Подарите себе любимый 20 минут на обед. Ну что, пробуем 1 неделю? Присоединяйтесь, если хотите, и напишите, как получилось. Не переключайтесь. Дальше мы с вами будем бросаться едой, почти как в американских фильмах. Знаю, некоторые из вас сейчас напряглись. Видано ли это дело – бросаться едой? Ну, давайте поностальгируем. Пока все не съешь, из-за стола не выйдешь. Эх, вот сейчас и я покрылась гусиной кожей. Это записано у нас на подкорке, вросло в наш мозг, выдрессированный многочасовым сидением в детстве над тарелкой ненавистной манной каши. И это, надо признать, безнадежно устаревшим. Идущим из голодного времени, когда еда была основной ценностью. Ее было недостаточно, а выращивание хлеба было тяжелой, изнурительной работой, на которой горбатилась в поле вся семья от мала до велика. Но сейчас, когда любые продукты растут прямо на полках магазинов за углом или вообще доставляются к порогу, а ВОЗ обеспокоен не голоданием в развитых странах, а эпидемией ожирения, не доедайте через силу. Просто выбросите. Научитесь выбрасывать еду, даже если в Африке дети голодают. Они не станут голодать меньше, если вы через силу доедите 4 ложки. Я знаю, что многие сейчас возмутятся и даже, может, напишут, что еда – это же святое, что мы и сейчас горбатимся на еду, ну просто не в полях. Но давайте на чистоту. Доедая через силу, вы приносите жертву, которая никому не нужна. Вы просто выбираете, куда выбрасывать еду – в мусорный контейнер или в ваш организм, где она осядет в ваших сосудах в виде бляшек или на животе в виде трудовой мозоли, на которой уже ни одна юбка не сходится. Я научилась не сразу. Чаще всего под осуждающим взглядом мужа я убирала эти 3 ложки в контейнер и в холодильник, где они лежали, пока не испортятся. Да, кстати, некоторые из нас, не будем показывать пальцем, еще и доедают за детьми и внуками. Не делайте так. А вот сейчас
будет неожиданно. Готовы? Нет, вы не угадали. Это вода. Просто вода. Оказывается, мы с вами путаем голод и жажду. Вот так поворот. Не-не-не. Ну я ж не сумасшедшая, я знаю, когда я хочу пить, когда есть. В принципе, когда-то так и было. Мозг прекрасно умел различать голод и жажду. Что же произошло? Эй, у нас тут засуха. Хозяйка, водички бы. Стаканчик. Понято. Сейчас организую нам утешение. Праздники, тяжелый день. Пойду сделаю бутербродик с буженинкой. Как раз кусочек остался. Да не надо мне буженины, пить хочу. Чистый, прозрачный H2O. Ну поняла, жидкости не хватает. Пойду кофейку сделаю с молочком и 2 ложечками сахара. Ты что будешь, кофе, печенье или булочку? Ну что с тобой сделаешь? Давай кофе с печеньем, раз ты по-другому не понимаешь. Организм разучился различать эти сигналы, потому что мы ему сильно мешаем. Еда стала у нас ответом на любой раздражитель. Если нам некомфортно, мы едим. Скучно – едим. Грустно, нервно или устали – опять едим. Хотим пить – едим. Мозг получает свой быстрый дофамин и на время успокаивается. Мы попросту сбили ему настройки. Кроме того, мы почти перестали пить чистую воду. Чай, кофе, сок, кока-кола, суп – вот откуда мы берем жидкость. Не совсем. Чай – это раствор различных соединений, там и танины, и красители, и много чего еще. По сути, это почти еда, в какой-то мере. Скажите, вы будете стирать белье в чае, а пол кофе помоете? Вот тут и оно. Чистая вода отвечает на запрос организма напрямую, без обходных путей. Заказ – доставка. Она попадает в кровь мгновенно, не включая сложные механизмы переваривания. Представьте, что вы заказали, скажем, доставку кресла, и клиент его вам привез, доставил, садись и сиди. А теперь представьте, что вам привезли набор «Сделай сам». Подлокотники отдельно, ножки отдельно, обивку вообще сначала надо раскроить и сшить. Вот примерно так чувствует себя организм, когда вместо воды мы вливаем в него другую жидкость. Мы делаем глоток чая. Мозг такой: это что за компания пришла? Нужен фейс-контрол и рассадить всех по разным столикам, и взять заказ, и обслужить, и счет не забыть принести. Клеткам нашего тела нужна чистая вода. Кстати, чай и кофе еще и обладают мочегонным действием, то есть часть этой жидкости быстро выведется из организма. Это способствует путанице. То ли попили, то ли поели, а если еще с сахарком, да с конфеткой. Так что если нам внезапно хочется есть вне наших обычных приемов пищи, возможно, нам хочется есть. И прежде чем потянуться к холодильнику, сделайте несколько глотков чистой воды. Это, конечно, совсем не значит, что нужно отказаться от любых напитков, кроме воды. Просто не забывайте пить воду. Не вместо, а в дополнение. Я вот кофеман, да и без супчика считаю не обед, но у меня всегда рядом бутылка чистой воды. Еще одна подсказка. Голод не наступает внезапно. Вот только что не хотели есть, а сейчас уже готовы быка проглотить. Ощущение голода наступает постепенно, с легких сигналов. А внезапное чувство зверского голода – верный сигнал, что, скорее всего, нам просто хочется пить. Ну что, годные рекомендации берем? Попробуем пить чистую воду вместо перекусов. Ну ладно, пора обедать. Что там у нас по телеку? Включай, а я супчика согрею. Подождите, не надо. В смысле, суп греть надо, а вот телевизор включать нет. И YouTube включать не надо. И ругаться в соцсетях во время еды не надо. И не ругаться тоже не надо. Это то, что я периодически пытаюсь сделать. Убрать гаджеты со стола. Но, честно говоря, пока не очень успешно. Наш мозг немногозадачен. Он умеет сосредотачиваться только на чем-то одном. Либо еда, либо ютубчик. Интересный рилс или триллер по телеку многократно увеличивает риск съесть больше, чем нужно. Еда идет фоном, а увлеченный интересненьким мозг просто пропустит сигнал о том, что мы наелись. Но эта привычка не сдается без боя.
У меня прямо ломка начинается, если я не втыкаю в телефон во время еды. А давайте попробуем 1 неделю есть осознанно, понимая и ощущая, что мы кладем в рот, какой вкус у этого блюда, острое оно или соленое, горячее или холодное, нравится нам или нет. Насытились мы уже или еще нет. В очередной раз даю себе обещание посвящать время еды только еде. Посмотрим, что получится. Присоединяйтесь. На следующей неделе я расскажу вам о своих результатах, а вы напишите о своих в комментариях. До свидания.